Ольга уже несколько лет жила одна в небольшом домишке на окраине села. Впрочем, когда женщина слышала такой свой адрес, ей становилось смешно. «Да разве ж я одна?» – отвечала она. «Нет, вы что, у меня большая семья». Деревенские кумушки улыбались и кивали, а за спиной Ольги переглядывались, покручивая пальцем у виска. Мол, бабенка-то с придурью, семья у нее, как же, ни мужа, ни детей, одно зверье. Вот это самое зверье Ольга и называла семьей, и плевать ей было на мнение сельчан, считавших, что если уж держать живность, так для дела, скотину или птицу, ну пса, одного для охраны, да кошку, чтоб мышей ловила. Кошек у Ольги было 5 и 4 собаки, и все они, подумать, только жили в доме, а не во дворе, где им самое место. Так говорили соседи. Между собой говорили, потому что знали, этой ненормальной говорить бесполезно. Она лишь рассмеется в ответ. «Да вы что? Нет-нет, хватит с них улицы. Нам дома хорошо всем вместе». Была у Ольги раньше и другая семья. С мужем Алексеем познакомились в парке. Оля тогда услышала писк из мусорных баков и рьяно пошла искать источник. Тут на помощь подоспел как раз и Алексей. Вместе они вытащили пакет с котенком. Тот был такой крошечный и уже выбился из сил. Конечно, Оля не могла оставить его на улице и забрала к себе домой. Квартира у нее была своя, осталась после родителей, и никто ей запретить не мог. Алексей проводил тогда Ольгу до дома, они обменялись номерами телефонов. На следующее утро пришло сообщение от Алексея, в котором он спрашивал, как себя чувствует котенок, и спросил, может ли он принести ему подарков. Вот так и объединил их этот маленький комочек. Через год комочек превратился в большого вальяжного кота, а Алексей и Ольга поженились. Все подруги втихаря завидовали Ольге. Не муж, а золото, работящий, с руками из нужного места, а еще очень заботливый. Все смеялись, что теперь, когда ходят мимо мусорок, то прислушиваются. А вдруг и им так повезет найти себе любимца и мужа одновременно. Кот Васька тоже катался как сыр в масле, окруженный заботой. Ему не стали уделять меньше внимания и тогда, когда в семье Ольги и Алексея родился сынок. Наоборот, кот очень любил мальчишку. Когда маленький Егор начинал делать свои первые шаги, кот был всегда рядом, и часто Егорка хватал его за хвост, как будто держался. Смотрелось это очень смешно. Но все хорошее не может быть долгим. Оля заболела, и ее положили в больницу. Вроде ничего особо страшного, но пришлось оставить своих мужчин дома одних. А на следующий день Алексею позвонили и сообщили, что не стало его отца. «Олечка, мы поедем без тебя. Ну куда ты собралась? У тебя температура высокая, кашель. Там Егорка у соседки, бабы Кати, побудет. Да и Ваську с собой заберем, ведь твоя подруга в отпуск уехала. Кто его 3 дня кормить-то будет? Не переживай, лечись». Он поцеловал жену и уехал. Это было 5 лет назад. Ольга потеряла всех своих мужчин в один день. Они возвращались с похорон, и на трассе груженная фура вылетела навстречку. Кое-как придя в себя, Ольга поняла, что не может жить в квартире, где все напоминает о любимых людях, не может ходить по тем же улицам и в те же магазины, что и раньше с ними, а еще эти сочувственные взгляды соседей. Через полгода она продала квартиру и переехала в небольшую деревню, купив дом на окраине. Летом занималась огородом, а как наступила зима, устроилась на работу в столовую, в райцентре. И всех своих животных привезла оттуда в разное время. Кто на вокзале попрошайничал, а кто к столовой приходил в поисках еды. Не могла она просто смотреть на несчастных одиноких животных, ведь они чем-то напоминали ей, ее саму. Да и хоть и сменила обстановку, а жить одной все равно в тягость. Вот так и собралась у одинокой женщины большая семья, состоящая из родственных душ, в прошлом тоже одиноких и немало настрадавшихся.
Но доброе сердце Ольги исцеляло их душевные раны, и они отвечали ей тем же. Любви и тепла хватало на всех. И еды хватало, хоть было и непросто. Женщина понимала, что не может бесконечно привозить домой животных, и в который раз обещала сама себе больше никого. В марте, после теплых солнечных дней, вдруг вернулся февраль, заметая проталины колючим снегом, загоняя по домам запоздалых прохожих и воя ледяным ветром по ночам. Ольга спешила на 7-часовой автобус. Последний вечерний рейс до ее деревушки. Впереди были 2 выходных дня, и она после работы заскочила в магазины, купив еды для себя и хвостатого семейства. Да, кое-что несла из столовой, так что обе руки женщины оттягивали тяжелые сумки. Помня данное себе обещание, Ольга старалась не смотреть по сторонам, думая о ждущих ее дома питомцев, и согревалась этими мыслями. Но, как говорится в мудрой сказке, зорко одно лишь сердце, и оно заставило женщину остановиться и повернуть голову, не добежав 10 метров до автобуса. Под скамейкой лежала собака. Она смотрела прямо на Ольгу, но взгляд был отсутствующим, почти стеклянным. Лежала, видимо, давно, ее уже основательно припорошило снегом, а мимо шли люди, спеша кутаясь в шарфы и капюшоны. Столько людей! Неужели никто не видит? Сердце у Ольги болезненно сжалось. Она сразу забыла и про автобус, и про какие-то обещания. Подбежала к скамейке, бросила сумки и протянула руку к собаке. Та медленно моргнула. «Слава Богу, живая!» — выдохнула Ольга. «Давай, милая, вставай, иди ко мне». Собака не двигалась, но и не сопротивлялась, когда женщина стала вытаскивать ее из-под скамейки. Собаке было уже почти все равно. Она собиралась покинуть этот жестокий мир. Позже Ольга так и не смогла вспомнить, как дотащилась до здания автостанции с 2 тяжелыми сумками и собакой на руках. Войдя внутрь, она расположилась в самом дальнем углу в зале ожидания и принялась энергично гладить и растирать несчастную худышку, по очереди грея в ладонях ее замерзшие лапы. «Давай, милая, приходи в себя. Нам еще до дома добираться. Будешь ты у нас 5-й собакой, для ровного счета», — приговаривала Ольга. Она достала из сумки котлетку и предложила собаке. Та сперва отказывалась, но немного отогревшись, видимо, передумала покидать этот мир. Взгляд ее оживился, ноздри задвигались, и угощение было принято. Через час женщина с собакой голосовали на трассе. Что поделать, автобус-то давно ушел. Ольга соорудила из своего пояса подобие ошейника и поводка, хотя собака, названная Милой, и так шла за ней, буквально прижимаясь к ногам. А еще через 10 минут, не веря в свою удачу, они забирались в теплый салон остановившейся машины. «Ой, спасибо вам! Не переживайте, я собаку на колени посажу, она ничего не испачкает», – тараторила Ольга. «А я и не переживаю», – отвечал ей водитель. «Пусть на сиденье едет, зачем же на колени? Собачка-то не маленькая». Но Мила прижалась к Ольге, все еще дрожа, и действительно чудом уместилась на ее коленях. «Просто нам так теплее», — улыбнулась Ольга. Мужчина кивнул, ничего не ответив, только посмотрел на пояс, завязанный вокруг собачьей шеи, и включил посильнее печку. Ехали молча. Ольга обнимала пригревшуюся Милу и задумчиво смотрела вперед на бешено мчащиеся навстречу снежинки, подсвеченные фарами. Водитель украдкой поглядывал на красивый профиль сидящей рядом женщины, прижимавшей к себе спасенную собаку. Да, он догадался, что она подобрала ее и везла сейчас домой. Женщина выглядела немного усталой, но спокойной и счастливой. Он подвез их к самому дому и вышел из машины, помогая донести сумки. Снегу намело уже так много, что мужчине пришлось хорошенько толкнуть плечом покосившуюся калитку. Ржавые петли не выдержали, надломившись, и калитка окончательно завалилась на бок. «Не обращайте внимания», — Ольга вздохнула. «Давно пора ремонтировать».
Из дома доносился многоголосый лай и мяуканье. Хозяйка заторопилась к дверям, открыла, и вся ее большая семья высыпала во двор. «Ну что, потеряли меня? Ну все, все, приехала. Куда ж я от вас денусь? Знакомьтесь, вот, пополнение прибыло». Мила неуверенно выглядывала из-за ног своей спасительницы. Ольгины собачки виляли хвостиками и тянули носы к сумкам, которые все еще держал мужчина. «Ой, да что же мы стоим?» – спохватилась хозяйка. «Проходите в дом. Если вас не пугает наша большая семья. Может, чаю хотите?» Мужчина занес сумки, но проходить не стал. «Поздно уже, я поеду. А вы кормите семью. Они вас так ждали». На следующий день, ближе к обеду, во дворе вдруг раздался какой-то стук. Накинув куртку, Ольга вышла из дома и увидела вчерашнего водителя. Он прибивал новые петли к калитке, разложив вокруг привезенные с собой инструменты. Увидев Ольгу, мужчина улыбнулся. «Добрый день. Я вам вчера калитку сломал. Вот, чинить приехал. Меня, кстати, Константином зовут. А вас?» «Ольга». Хвостатое семейство с любопытством обнюхивало вчерашнего гостя. Он гладил их, присев на корточки. «Оля, не мерзните, идите в дом. Я скоро закончу и от чая не откажусь. Там, кстати, тортик в машине и кое-какие гостинцы для вашей большой семьи». На следующий день Константин опять приехал, ведь вчера он приметил, что еще чуть-чуть, и крыльцо будет окончательно сломано. Соседки, кумушки посматривали на то, как у Ольги во дворе какой-то мужчина что-то чинит второй день подряд. Наверное, мастера вызвала, но какой мужчина захочет в такое семейство? А Косте нравилось все большое семейство Ольги, да и сама Оля тоже. Он был вдовцом и жил в соседней деревне. Чем-то их судьбы были похожи. Историю Ольги он узнал через месяц. Он продолжал приезжать каждые выходные. Прошло полгода. «Оль, ну сколько мы так будем жить? Переезжайте все ко мне. Дом у меня большой и всем места хватит». Оля улыбнулась и обняла Костю. Она уже месяца 3 как ждала этого и была готова. Ее сердце опять громко стучало и хотелось жить. Она продала свой дом, и они все дружно переехали к Косте. Дом у него был не то чтобы большой, но, можно сказать, огромный. Вот только не хватало в этом доме детского смеха. Этими мыслями и поделилась Оля с любимым. А в ответ Костя предложил официально пожениться и усыновить сына или дочку. Оля была удивлена и рада, а через 5 месяцев они приехали домой не одни. На пороге дома стояли 2 рыженьких солнышка, мальчик и девочка. «Не бойтесь, проходите, только не пугайтесь, когда все сейчас выбегут вас встречать». «Тетя Оля, так это правда, что у вас столько животных?» «Конечно, правда, солнышко, и они будут вам очень рады». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на YouTube. Всего вам доброго. До свидания.